Итак, немного обо мне, хотя уже супер представили меня, я аж покраснел, Костя. Я основатель маркетинг-агентства «Давай на ты». Я начал этот проект год назад, до этого много занимался разными проектами, айтишечкой, был резидентом технопарка, и я думаю, еще не раз стану снова, потому что очень люблю это место. Я много очень развивался в маркетинге и в продажах, ну и, соответственно, вот культивировал некие знания, которыми я собираюсь с вами сегодня поделиться. У меня был проект, в том числе, который был ориентирован на преимущественно европейские, американские компании по холодным продажам через email, он назывался Cold Email AI, он же до этого назывался Lead Cooker. Мы развивали сеть почтоматов Кингомат, которая называлась, и которую дальше начали партнерить с Озоном, после чего Озон начал это делать сам. У нас есть travel проект «Свобода Тим», которым, наверное, вы узнаете чуть попозже, он сейчас на полочке лежит. Ну и в том числе я работал, например, директором по маркетингу в большой федеральной компании, наверное, крупнейшем операторе в России по экстремальным всяким интересным экспедициям, там, не знаю, на Северный полюс, допустим. Я там был директором по маркетингу в том числе. Давайте начнем сразу. Зачем нужен личный бренд? И ответ на этот вопрос я выносил годами, если честно. То есть у меня ответ родился через вот это вот сложно. Да, что конкретно сложно? Сложно заниматься бизнесом, и в бизнесе практически все сложно. Сложно там сохранять контроль над бизнесом, сложно выделять свою компанию среди серой массы других компаний. Да? Когда мы делаем не такой выдающийся продукт, он не супер инновационный, мы просто занимаемся каким-то бизнесом, и трудно объяснить потребителю, а почему ему надо купить у нас, а не у кого-то другого. Сложно вести команду за собой, да, и нанимать в команду людей. И я все больше с этим сталкиваюсь, и сталкиваются компании наших клиентов, которым все чаще соискатели задают вопрос, а чем вы уникальны? Почему мы должны пойти работать к вам? И зачастую в современном мире ребятам, которые ищут себе, не знаю, место, в котором они будут тратить 8 часов в день, 5 дней в неделю, они хотят, чтобы это было не просто место, где платят зарплату рыночную, да, они хотят, чтобы это было место, где есть некая идеология, философия, где есть лидер интересный, за которым хочется пойти. Об этом мы сегодня поговорим. Сложно располагать доверие партнеров и инвесторов в том числе, да, и когда мы приходим, протягиваем руку за инвестициями кому-то, и нам говорят, а вы вообще кто? Типа, вы о себе-то расскажите, а какие у вас заслуги, да, что вы успели, а чего добились, какой у вас опыт. И здесь возникает с этим тоже вопрос, если нет вот того самого личного бренда и неких ачивок, да, к нему прицепленных. Сложно находить ранних адаптов продукта. Когда мы создаем какую-то новую интересную идею, и если мы сами по себе находимся в неком информационном, социальном вакууме, то найти первых людей, кто захочет этим попользоваться и потрогать, это достаточно непросто. Сложно влиять на рынок, опять же. И, может быть, не всем это нужно, но все-таки мы так или иначе, выходя в особенности в разных инновационных компаниях, изобретая что-то новое, чем раньше никогда никто не пользовался, не зная даже, что это за такая штуковина, нам так или иначе нужно развивать культуру потребления. Нам нужно учить людей испытывать проблему, которую они раньше даже не замечали или считали, что она вообще нерешаема. Ну, болит голова и болит, условно, да. Ну, типа, устаю я в 4 вечера, каждый день не устаю, а что с этим поделать? И вдруг мы начинаем объяснять ребятам, что, ребята, вообще-то уставать в 4 вечера – это ненормально. То есть можно уставать в 8, в 9, а можно вообще не уставать. И чтобы человек понял эту проблему, нам нужно быть тем человеком, которого слышат, да, чтобы мы, вещая, доносили информацию и создавали некую потребность, тем самым влияя на рынок, меняя культуру потребления и создавая новые потребности у этих людей, которых раньше не было. Это, наверное, самое сложное, на самом деле, в инновационных всех проектах, стартапах, когда мы выходим с новым продуктом, именно создать этот спрос. Потому что если мы классический маркетинг почитаем, там есть такая шкала новый рынок, новый продукт, ну и, соответственно, новизна продукта, новизна рынка. И вот это вот пересечение новый рынок, новый продукт, это обычно типа крест, короче. Не занимайтесь этим никогда. Примерно так гласит маркетинг, но при этом все вы, если вы так или иначе присутствуете в технопарке, приходите с новыми продуктами, еще и пытаетесь создать новый рынок, это тот самый случай. И здесь зачастую нужен некий усилитель вашей силы, которым тоже является личный бренд. Удержание существующих клиентов тоже важный параметр, и зачастую клиентам объяснить, почему ему нужно с нами работать, а не с кем-то из новых конкурентов, тоже не сильно просто, особенно если там такая же цена, такой же плюс-минус продукт, такой же плюс-минус сайт, такой же Инстаграм и все такое. Ну и типа, соответственно, нужно что-то еще. И вот об этом. Конкурировать – очевидная вещь, получать драйв от работы,
что тоже очень важно. Как самим, так и, соответственно, нашей команде. Важен ли личный бренд? Ну, если так вот просто, опять же, я об этом рассуждал, и сегодня буду много рассуждать, но давайте посмотрим на цифры. Да, если мы посмотрим на Instagram-аккаунт Apple, то видим примерно 8,7 тысяч подписчиков, миллионов точнее. При этом у Тима Кука, я уже молчу про Стива, которого уже нет, 13,7 миллионов. То есть у личности, у персоны больше, чем у бренда. У Tesla 18 миллионов. Как думаете, сколько у основателя? Это причем древние данные, я их не обновлял, но я думаю, что сейчас сильно больше у Илона. 250 тысяч у Virgin Group, но тут очевидно вообще, ну, типа у Брэнсона 13 миллионов. Он настолько яркая персона, что он своим большим вообще, своей вот этой яркостью затмил просто сам Virgin. Мне кажется, даже большинство людей не знает, что Virgin это Virgin. Все знают, что есть вот некие продукты Брэнсона. Хотя я не знаю, я там не жил, не знаю. Он больше все-таки на европейские, британские, американские рынки ориентирован. Почему так? Все просто, потому что люди покупают у людей, и вы можете по своему опыту поанализировать это, повспоминать в голове вот эти вот механизмы принятия решения покупки чего-либо, и попытаться их разложить на полочке. Почему мы это захотели? Почему именно вот этот продукт? Почему именно вот этой марки, да, торговой? Почему этот бренд? И зачастую многие приводят нас к тому, что там кто-то нам, личность какая-то, какой-то человек, смог вот эту ценность разглядеть и захотеть именно этот товар. Это не всегда так. Например, я пытался вспоминать за брендом Samsung, например, какое лицо стоит. Не вспомнил ни одного. Наверное, там какой-то китаец или японец есть, но мне он неизвестен. Зачастую за одеждой тоже, наверное, не всегда есть это. Но там работает брендинг, который, по сути, тот же, ну, личный бренд – это просто более дешевый рецепт, который нам всем доступен. В отличие от брендинга, который зачастую там многомиллионных, зачастую в доллары вложений требует для того, чтобы бренд стал узнаваемым. То есть нам это просто не по карману сегодня. Мы ищем доступные средства, рецепты, которые могут вам сегодня помочь делать первые и последующие шаги в ваших проектах, которые вы сегодня, надеюсь, начинаете или продолжаете. Немножко про маркетинг. Есть такой клевый перец, зовут его Сет Годин. Я, кстати, все книги его перечитал, и вам тоже рекомендую. Это, наверное, лучший автор по маркетингу, который не усложняет своими рассказами, а очень классно по полочкам раскладывает, а как вообще все это устроено. Он очень с высоты птичьего полета видит не просто механизмы там каких-то инструментов, каналов маркетинга, он понимает прям природу на уровне, там, в том числе гормонов счастья человека. И он классно очень об этом раскладывает. Рекомендую все его книги, в особенности, это очень древняя книга, он причем там в каком-то, мне кажется, то ли 10-м, то ли 8-м году написанные, но он там еще не знал, мне кажется, о том, что айфоны появятся. Но, тем не менее, он очень в точку попадает, и книга по-прежнему актуальна. Так вот, в своей книге вот в этой он рассказывал про разделение, про две основные ветки маркетинга. Одна очень большая, отвлекающая. По большей части это то, что нас всех окружает, это наши звонки на телефон, незваные, нежеланные, да, когда нам пытаются что-нибудь впарить, там, кредит вам одобрен или что-то еще. Это реклама по дороге на работу, на баннерах. Это реклама по телевизору, если кто-нибудь такой до сих пор смотрит. Ну, типа там ютубчик, неважно. Везде нас догоняет реклама, которая нас отвлекает. То есть мы зачем-то идем, она встает на пути между нами и тем, что нам нужно, и пытается нас как-то там типа по-клоунски развлечь. Это и есть отвлекающий маркетинг. И Сет Годин утверждает, что есть вообще другой маркетинг. Есть маркетинг доверительный. Это когда не нас догоняют, а мы догоняем. То есть мы хотим получать контент этой компании. Мы настолько испытываем ценность в этом, что мы сами хотим получать email-подписку. Да? Мы подписываемся как это называется? Ну, короче, намеренно, да, по своему собственному желанию подписываемся на эту подписку и получаем имейлы, их читаем от корки до корки, там, раз в месяц, которые приходят, да, не каждый день, 2 раза в день, как обычно, иногда у некоторых компаний. Мы сами идем на сайт компании и смотрим новые коллекции. Мы сами идем и смотрим раз в год какого-нибудь там 15 сентября часовую, а то и 2-часовую презентацию, да, где вышли новые айфоны, там, бла-бла-бла, там, и все прочее. Вот есть такие компании, которые создают свою ценность по-другому. И они не бегают ни за кем, не пытаются ворваться, как незваный гость на ужин. Наоборот, ведут себя так, что сначала дают что-то вперед, и лишь потом, не сильно давя, предлагают что-то взамен, да, или просят что-то взамен.
И он интересный вопрос задает, вот в целом, который я уже сегодня как раз поднимал, какой компании с большей вероятностью станет доверять клиент и даст свое добровольное разрешение рассказывать о наших продуктах. Ну, очевидно, той, за которой он сам хочет идти, а не те, за которые за тобой бегают, да, там, получите кредит, купите новую, там, не знаю, какую-нибудь еще лабуду. И это к вам на заметку. Мы к этому вернемся, будем возвращаться периодически в процессе моего выступления, но это такой фундамент, на котором базируется, по сути, то, о чем мы рассказываем дальше. Что такое бренд? Тоже важный параметр, важный для вас, важный для нашего разговора сегодняшнего. Зачем вообще нужен бренд? И Сет Годин и многие другие эксперты объясняют бренд и его феномен очень просто. Вот есть голый продукт, допустим, не знаю, там телефон какой-нибудь или машина, на которой нет никаких логотипов. И если человек, никто не знает, какого это производства этот товар, и он его покупает за какую-то иную стоимость, допустим, $10 тысяч, то вот бренд – это то, насколько человек готов переплатить. Понятно, что, ну, типа, представим, что теперь этого товара на рынке не существует. Но есть такой же товар, но, допустим, это машина производства Audi или BMW. Так вот, насколько человек готов переплатить между безымянным товаром и товаром конкретного бренда, разница в процентах, это и есть, по сути, эффект бренда. И зачастую этот эффект где-то равен 20-30%, в каких-то случаях это сотни процентов, 300, 400, 500 и так далее. И это неспроста, и нельзя сказать, что компании зажираются и кладут себе все эти деньги в карман, потому что зачастую тот самый брендинг корпоративный, да, о котором мы говорили чуть раньше, он стоит больших денег. И это не просто пустые слова, да, пустые какие-то образы или какая-то манипуляция корпоративными компаниями, мнением потребителя, хотя и такое бывает. Это попытка создать доверие, которое будет в идеале подтверждено реальными качествами и характеристиками товаров, которые предлагает компания. Почему мы готовы переплатить за джинсы Levi's, допустим, да? Да потому что они точно будут, 5 лет вообще носиться, и ничего у них не порвется, не разойдется и не сотрется, да? И поэтому мы идем и уверенно покупаем там джинсы. Ну, зачастую, да, кто-то из нас. Есть такой класс, категория людей. Не знаю, там, кто-то любит BMW машины, кто-то еще какие-то товары. И все это связано как раз с тем, что у нас есть некий образ, и мы себя ассоциируем с этим. Мы, во-первых, экономим время, принимая решения какие-то, да, там я точно знаю, что у меня есть список неких брендов, которым я доверяю, и что-то новое вышло, появилось, мне интересно, я вот этих брендов покупаю, потому что я не трачу на это время на поиски чего-то, рассуждения, какое там качество. Я точно знаю, что этих товаров качество то самое, которое мне нужно. И бывают бренды, которые, как называемые, испохабились, да, и это означает, что, ну, как раз вот ты потерял доверие этого бренда, все, бренд перестал быть тем, кем он был раньше, чем ты его представлял, то есть ты его девальвировал в своем представлении. Вот. Немножко про экосистему продуктов в личном бренде. Интересный вопрос, тут презентация прошлогодняя, если кто был на прошлом году, не подсказывайте, кто новенький, первый раз слушает лекцию, ответьте на вопрос, как вы считаете, ну вот смотрите, есть Эйфелева башня, и подъем на нее стоит ну, какие-то сущие копейки по меркам Европы, типа там 2 евро или что-то такое. Так вот, она вообще денег не зарабатывает никаких. Как вы думаете, кто с Эйфелевой башни зарабатывает больше всего? Кафе, рестораны, магазины. Город Париж. Да, не город Париж. Именно, вот все верно, да. Это кафешки, которые находятся в радиусе этой Эйфелевой башни, потому что туристы, которые приходят туда потусоваться, они потом уверенно идут и покупают, не знаю, кофеек, сидят в ресторанах с видом на эту башенку и, в общем, проводят там время. К чему все это? К тому, что в личном бренде все работает абсолютно так же. Наш личный бренд, если мы не блогер, который зарабатывает, ну, грубо говоря, да, я нисколько не дискредитирую этих ребят, у меня много друзей среди них, но если так грубо сказать, что делает блогер? Он сдает свой рот в аренду и лицо, да, он говорит там, типа, то есть компании и бренды могут его ртом и головой сказать там что-то, что они хотят сказать, за какую-то фиксу, за какие-то деньги. И в этой ситуации это исключение из общего правила. Общее правило примерно такое, что личный бренд, он сам по себе, на себе лично не зарабатывает. Он зарабатывает на товарах и бизнесах, которые строятся вокруг этого личного бренда. И так происходит, в общем-то, и у Брэнсона, и у Илона, и у всех прочих. То есть и вряд ли Илон там за новогоднее поздравление там, по $5000 берет и на этом там живет успешно.
наверное, там, не знаю, там представители нашей эстрады так делают, но не те ребята, которые бизнесом занимаются. И примерно вот по этой же аналогии вы можете смотреть и на свои личные бренды. Вам вовсе не обязательно зарабатывать на том, что вы пишете видосы на YouTube и думать о том, что, блин, там закончилась монетизация, теперь мы не будем этим заниматься, потому что это экономически нецелесообразно. Я, к вашему сведению, на всех своих фильмах, коих пока что 2, но 3 еще в работе, кстати, скоро выйдет, ни копейки вообще не заработал, потратил там безумное количество какое-то времени, там сотни часов, денег какое-то энное количество, но напрямую это мне не принесло ничего. Но зато сейчас, когда я решил запускать собственное агентство, у меня проблем с клиентами просто по факту этого существования вот этого личного бренда в фильмах, как оказалось, как ни странно, очень много желающих со мной поработать, потому что все знают, кто я, все знают, может, глядя на мои фильмы или глядя на мои влоги, там, какого уровня, не знаю, там, погруженности или ответственности я человек. Ну, то есть вопросов у людей, почему именно со мной нужно поработать как с маркетинг-агентством, не возникает. Если кому-то нужна эта услуга, и все познакомились со мной, то есть эти ребята, то чаще всего возникает вопрос, а можно ли поработать. И дальше уже там с нашей стороны вопрос, да, готовы ли мы с этим продуктом работать, B2C-шным, там, не знаю, таким-то, является ли спецификой нашей core экспертизы и так далее. Но, тем не менее, на моем примере я вижу ровно ту же самую историю, что личный бренд как источник доходов для меня не является таковым, но при этом это сильная помогалка во всем, что я делаю, в том числе в бизнесах, которые начинаю. Да, и личный бренд – это как некий финансовый рычаг в торговле. Если кто-нибудь когда-нибудь занимался торговлей на ценными бумагами, там, не знаю, чем угодно, то все понимают, что такое рычаг финансовый, да, то есть у тебя есть сумма 10 тысяч или, не знаю, 100 тысяч, а ты хочешь сделать ставку или сделать какую-то сделку на миллион, ты просто берешь плечо, но при этом ты, если пошел вверх, ты сильно больше заработал, но пошел вниз, ты тоже сильно много потерял, еще и должен остался, или там должен не остался, но очень быстро сжег ту сумму, которая у тебя была на твоем собственном кармане. То же самое здесь. Наш личный бренд, он по сути как усилятор нашей силы. Чем сильнее личный бренд, тем больше приумножается каждое наше усилие, причем как позитивное, так и негативное. Есть много рассуждений на тему того, что негативный опыт, негативные, встревания, обсирания, да, как некоторые говорят, где-то публичные, они работают нам на руку, это тоже пиар, как говорится, но в личном бренде не всегда так. Не могу утверждать, что это правило работает, но просто мы должны понимать, что это некая штука, которая делает нас большим, как такой слон в сувенирной лавке, да, то есть мы можем как что-то порушить, так и очень сильно что-то можем куда-то переместить, предложить большие усилия. Надеюсь, понятно зачем. Давайте поговорим, как построить личный бренд, и что нужно делать, чтобы, в общем-то, он появился, потому что много очень все говорят о том, что личный бренд, бла-бла-бла, а что делать-то вообще конкретно, да? Вот ключевые принципы, собственно, в первую очередь об этом. Важно, если мы принимаем решение становиться более публичными персонами и как-то более интенсивно взаимодействовать с внешним миром и работать на нашу узнаваемость, важно делать большую ставку именно на искренность. Об этом говорят все блогеры, об этом говорят все медийные личности, об этом говорят, в общем-то, и все личные бренды. Почему так? Потому что это как ходить с втянутым животом пожизненно, да, то есть это невозможно. Где-то ты все равно его так вот сделаешь, выпустишь, и в этот момент все налетят и заметят, что у тебя все это есть. Поэтому проще всего живот не втягивать, говоря метафорами. То есть, говоря простым языком, мы должны быть теми на публике, кем мы на самом деле являемся. Если мы материмся, мы должны и там материться, делать просто осторожно. То есть, работать над нашей личностью, но, то есть, смотрите, если пошагово, да, то есть, первое, что мы делаем, наша личность, персона, она чаще всего зажата в большое количество заборов вокруг того, что взаимодействует с внешним миром, нами, да, она зажата некими закрытым забором, за большим количеством стен находится. И информация взад-вперед ходит через некие вот эти цензурные, этапы проверки информации. Мы хотим что-то сказать, мы часто замечаем, да, сказать, не сказать, в какой форме сказать. А потом уже 3 минуты прошло, ты уже не актуально вообще, ты уже не пошутил, а хотел, может быть, неплохо бы пошутил. Так вот, первое, что нужно начинать делать, когда мы отпускаем себя наружу, становимся вот этой медийной личностью, дать себе свободу выражаться так, каким мы хотим. Скорее всего, и чаще всего происходит именно так, начнет вылазить из нас то, что начнет не нравиться другим людям. Мы, может быть, это и знали.
Но есть два пути решения этой задачи. Первый путь – мы начинаем выстраивать забор, ограждать что-то, вот эту свою сторону, да, темную сторону себя, и не показывать ее людям. Другой сценарий – мы начинаем работать с этим более активно. Мы начинаем прорабатывать свои темные стороны, решать их, для того, чтобы не приходилось выстраивать вокруг себя, между миром и собой, вот этот забор, который мешает нам взаимодействовать с внешним миром. И таким образом мы становимся более реактивными, что ли. То есть мы быстрее реагируем на все, что происходит. У нас появляется вот эта импровизация. По сути, все, что я сейчас рассказал только что, это те же правила, которые на уроках импровизации рассказывают. Там тоже говорят, блин, ребят, отпустите себя, дайте себе свободу. Возможно, это не всем понравится, но дальше вопрос. Либо формировать вокруг себя тех, кому это нравится, либо работать над собой, что изнутри мешает нам быть, контактным с этими людьми. Вот. Быть искренним, короче. Надеюсь, понятно. Если непонятно, задавайте вопросы. Откройтесь наружу, покажите себя таким, каким вы есть. Не надо пытаться быть кем-то другим, потому что это очень трудоемко. Вы тратите огромное количество энергии, это невозможно делать 24/7 просто. И для этого начинаем быть собой, совершенствуемся и, собственно, проходим этот путь. Не надо, кстати, бояться вот этих первых шагов. Есть еще один страх, о котором я здесь не сильно поговорил. Начинать всегда стрёмно. Во всем. Типа это как, знаете, петь там типа на публике первый раз, там танцевать, когда ты раньше никогда не танцевал, выступать на аудиторию, когда ты раньше этого не делал. Не надо думать, что все эти люди, они пытаются на самом деле создать образ. Да я таким родился, короче, я так из коробки. Все люди пытаются это сделать. Это на уровне на нашей природе устроено. Почему? Потому что мы все пытаемся притвориться альфа-самцами, такими типа а-ля персонами, которые дадут потомство, которое будет таким же, как и мы. Ну и типа там из-за этого вот это стремление наше постоянно все себе пришить, нарастить, увеличить, надуть, типа там, и в том числе у мужчин, оно проявляется вот в этих вот качествах, типа, да, мне там легко это далось, по факту похотел там, короче, не знаю, 3 года над этим работал. И ребята, которые говорят, что им легко далось, нифига не легко. Я когда первый видос записывал, 10-минутный, на канале называется что-то там про страхи, короче, вы можете его найти, посмотреть даже. Я потратил с 8 утра до 10 вечера, с камерой ходил по улице и пытался эти 10 минут записать. Матерился на себя там, короче, ругался, делал миллиард тысяч дублей, нифига не получалось. Я об этом обязательно сделаю когда-нибудь выпуск, у меня весь этот контент сохранился, этих заиканий, я планирую собрать их в кучу и рассказать, что реально, это непросто. И не надо думать, не создавать в голове образ, что у кого-то это легко получается, а у меня вот сложно, и поэтому я не для этого. Да нифига. Вы для того, для чего вы хотите быть. И вот это вот порог сложности, вот этих первых шагов не должен вас останавливать от вашей цели просто потому, что якобы кто-то сказал, что ему легко это далось. Да нифига не легко. Вот. И я не помню, почему я это рассказываю в рамках этого слайда, но мой поинт примерно в том, что не надо переживать делать первые шаги, потому что они стопудово будут фиговыми, и это нормально. За ними будет чуть получше, еще чуть получше. И в конечном счете вы придете к тому уровню, когда вы будете комфортно себя чувствовать на любой аудитории и не переживать на тему того, что что-то у вас там хуже, чем у кого-то другого. К этому уровню нужно прийти через именно, можете называть это позором, но по факту это не позор. Вы просто открываетесь миру, и да, где-то кто-то не знал, что вы, оказывается, вообще и петь собирались, а тут, оказывается, запели. Да, наверное, это не очень может получаться на старте, и пофигу. Зато вы потом через это пройдете, и спустя год кто-нибудь увидит вас и скажет, нифига себе, оказывается, ты вообще такой талант, а я не знал. Идем дальше. Если вы не в позиции, когда вы готовы что-то дать, не попросив взамен, то не нужно притворяться. Тоже важный параметр, он тоже касается личного бренда, это вот как раз про искренность. Часто очень мы пытаемся через вот это вот выскакивание где-нибудь там у себя в Инстаграме как-то пытаться манипулировать, людьми, скрывая свои искренние намерения, когда нам нужно что-то о чем-то попросить. Не проще всего просто взять и попросить об этом напрямую. Это, как, знаете, друг, который такой, звонит и говорит, слушай, как дела? И ты мне еще ответить не успел. Он такой, слушай, займи, пожалуйста, денег там столько-то, да, и ты думаешь, нафига ты как дела спрашивал? Ты же вообще по другому поводу позвонил. Это звучит фальшиво, и мы все как очень тонко чувствующие существа, очень хорошо понимаем, когда нам фальшивят. Мы зачастую не показываем этого, но у нас точно в голове эта заковырка происходит. Врет. Фальшивит, не искренен. И это формирует этот образ. Лучше всего просто напрямую не делать вот этих вот формальных дифирамб, привет, как дела? Просто к делу. В этой ситуации, займи денег. Проще позвонить и сказать, слушай, такая ситуация, мне там не хватает, на то-то. И все.
и без всяких там вот этих вот плясок, ритуалов. Про личный бренд, если мы говорим о медийных запросах, да, все-таки здесь речь о историях, когда мы говорим там, ребята, я создаю новый продукт, мне нужно ваше внимание и время, я прошу, чтобы вы, скачали это приложение, попользовались и написали мне каждый в личку, дали обратную связь и расскажите, чем вам это не нравится, потому что дальше я буду на базе этого строить дополнительный функционал, допустим. И чтобы это сделать, чтобы это сработало реально, нам нужно потратить какое-то энное количество времени на то, чтобы построить некое доверие, о котором мы говорили в начале про реплики Сета Година и доверительный маркетинг. То есть нам нужно начать давать тем людям, которых мы можем когда-то о чем-то попросить, сильно заблаговременно относительно того момента, когда нам нужно будет этот запрос сделать. Это правило, которое работает везде, там, и в пиаре, и в отношениях с, не знаю, там, журналистами, репортерами и всеми прочими. Когда мы ломимся к ним в холодную и говорим: эй, привет, я написал статью, смотрите, какая классная, забирайте, публикуйте, вряд ли они отреагируют, потому что они тебя не знают. И желательно начать с ними знакомиться и работать на эту тему какое-то время до того момента, когда мы, собственно, приходим с какими-то запросами. То же самое про нашу собственную аудиторию. Ну и важный параметр — разрушенное доверие очень трудно восстановить. Это как вот одежда и бренды, которые мы купили. Мы всегда знали, что джинсы супер классные, потом поносили, на второй день у нас на жопе разошлись, и мы такие: блин, ну типа все, Levi's больше не Levi's, фигня какая-то. Походу подделки начали делать или испохабились. И все. И дальше мы не вернемся к нему никогда, потому что на нас тут же налетели, и наше внимание, точнее, переключилось на другие предложения, которые захватили это внимание. Мы начинаем в этом находить что-то прекрасное, мы начинаем в это влюбляться, в идею того, чтобы походить в джинсах или другого какого-то бренда. Да? И потом мы говорим всем: да Levi's фигня полная. Мы ходим об этом и публично рассказываем. Так это устроено зачастую. Про качество и количество в контексте нашего некого взаимодействия с внешним миром и создания некого контента. Я большой сторонник того, чтобы делать меньше, но лучше. И я себе там чуть дальше буду в этом сам перечить, но об этом поговорю дополнительно. Есть такой термин, называется баннерная слепота. Это то, что мы не замечаем. Например, вы сегодня, если попробуете вспомнить, какие баннеры вы увидели по дороге от дома до места, до текущего, где вы сейчас находитесь, то, вероятнее всего, вы ничего не вспомните. Если кто-то вспомнит, поднимите руку. Но я почти уверен, что вы не знаете, какие баннеры были. Хотя я один могу вспомнить, кстати, но запомнил я его по причине того, я думаю, какого хрена он здесь находится. Этот баннер, я только что вспомнил, это Ля Мезон, доставка, забери с доставкой, вот эта штука. И я ехал из Бердска, мы сейчас ехали из Бердска, я думаю, чуваки, ваша фигня находится в 30 километрах отсюда, какого фига вы здесь баннер разместили? И я потом начал думать об этом, какая логика? То есть я начал пытаться обосновать механику этого с точки зрения маркетинга. Но насколько бы я запомнил это, если бы я не был маркетологом, большой вопрос. И есть некая серая масса, да, то есть это все равно, что подняться над облаками. Почему деревья постоянно стремятся расти все выше и выше? Да потому что там света больше. Почему самый царь дерева на всей планете, насколько мне, по крайней мере, известно, это секвойя, да, которые там по 50 метров или сколько они там в высоту. Они потому что больше света получают, и оно просто научилось тянуться выше остальных и забирать себе весь свет, который есть. На него больше птиц садится, там что-то еще происходит полезное для нее с этим связано. Я не знаю, больше влаги, может, она получает. Но наша с вами работа — создавать тот контент, который как секвойя будет вытягиваться над остальными, потому что его видно лучше. И если говорить о каком-то рядовом, таком посредственном, ни рыба, ни мясо контенте, не знаю, в B2B, допустим, у нас какой-нибудь там, не знаю, корпоративный бизнес, и мы выпускаем обычные рядовые статьи, получаем за это 5 лайков на один пост, не знаю, неважно где. И есть ли в этом какой-то смысл большой? Вот в чем вопрос. Есть ли смысл делать то, что не завоевывает активно внимание и охватов аудитории? Мы в нашей команде постоянно задаемся вопросом, а как сделать контент, который будет выдаваться, да, который будет не 5 лайков получать, а 1000, 10 тысяч, там, не знаю, реакций, допустим, комментариев, еще чего-то собирать. И иногда лучше посидеть и попотеть и сложить то время, которое ты выделил в неделю на работу над, не знаю, допустим, социальными сетями,
И вместо 7 постов в неделю по часу на каждое отведенного времени лучше сделать один пост, но при этом потратить на него 7 часов. Сесть, прописать классный сценарий, сделать не просто картинкой пост, а сделать из этого рилс, допустим, видос, включить камеру или телефон, записать себя, смонтажить, сделать какую-то инфографику, придумать интересный сценарий. Так, чтобы в конечном счете эта штуковина, ну, то есть все поленились, и ты такой бац, отличился, то есть ты стал на голову выше остальных. И за счет вот этого небольшого, буквально для этого не надо сильно прям выскакивать. Люди, аудитория заметит, которой интересен этот контент, небольшое, даже минимальное отличие. И алгоритм социальных сетей, который везде, собственно, сейчас есть, он это тоже заметит и приумножит твой эффект, начиная пихать твой контент другим. То есть мы же стремимся охватом, ну, в том числе вот этому органическому росту, да, который максимально сложно на самом деле в тех же B2B направлениях достичь, просто потому что очень узкий продукт, специфика. И мы же не голые попы показываем, да, там в Инстаграме, поэтому нам намного сложнее с этим, чем, не знаю, там, симпатичным девчонкам, фитнес-няшам или кому-то такому, да, то есть у нас задача чем-то другим завоевать внимание, и над этим стоит работать, не стоит жадничать это время и говорить, нет, я вот решила 7 постов, и сколько у меня получится за один пост, только и да. Есть другой принцип, который, опять же, идет вразрез немножко, что не надо стремиться к 100% идеальности, достаточно 80%. Но хотя бы 80 надо достигать, а не 10, 15 или 20. То есть нужно стараться всегда. И если нам не трудно, тоже я такой принцип в нашей команде прописывал, сейчас мы дописываем принципы внутри, как раз над этим работаем. Если мы делаем какую-то работу и нам сильно легко, то стоит насторожиться. Вероятно, мы делаем что-то недостаточно хорошо. Но мы должны работать так, чтобы у нас мозг немножко хрустел. То есть мы должны к этому хрусту к постоянному привыкнуть, как к некому параметру, ну типа белому шуму внутри, да. То есть иначе мы будем делать что-то, что просто не будет приносить достойного результата, не будет давать нам вот этого экспоненциального роста. Жизнь не такая длинная, если задуматься. Нам нужен этот экспоненциальный рост, иначе мы просто не успеем все то, что запланировали. Немножко про дисциплину и постоянство. Страх сделать какое-то публичное заявление и обделаться, да, то есть фигово выглядит на публике, это нормально. Я уже об этом говорил в начале, сейчас еще раз проговорю, что не бойтесь того, что с вами кто-то не согласен. Если мы посмотрим, например, комментарии на мои кинчики, то там очень много восторженных отзывов, таких формата А4, прям читать устанешь периодически, там, не знаю, люди пишут очень теплые слова. Так очень много таких комментариев из разряда «полная хрень, гори в аду», типа «что ты снял, и ты отнял мое время» и так далее. Там максимальный негатив. И если мы будем руководствоваться исключительно вот этой фигней, то мы просто никуда не поедем, мы никуда не двинемся. Например, говоря о нашем агентстве, которое называется «Давай на ты», мы как бы тоже можем нарваться вполне себе на разумный вопрос, а какого хрена ты на ты? Ты мне кто вообще? Типа, что ты мне тыкаешь, да? И, как бы мы это понимаем, но тем самым, благодаря тому, что мы заявляем себя и показываем свой характер, мы намного более яркие и заметные для тех, кто как мы, кто наша стая, да? Кто тоже хочет, чтобы с ним общались на «ты». Я могу, если интересно, рассказать о том, почему мы на «ты». Мы реально со всеми клиентами на «ты». Я об этом на самом деле рассказывал, когда говорил про барьеры коммуникации, да, про то, что вот эти вот усложнения и попытки всем донести, как упаковать мысль в тот формат, в котором якобы получателю было бы приятнее ее получить, это то, что мешает маркетингу работать. Мы никому не ходим, перстни не целуем условно. То есть мы ведем себя так, как ведем в обычной жизни и с клиентами, и это нам помогает. И находятся те люди, кто это ценит, и кто искал все это время такую компанию. И вот это эпатажное наше местами поведение, оно ценно для нашего позиционирования. И то же самое, можно сказать, что, ребят, вы вообще фигово облажались. И для кого-то это реально так. В их реальности, в их мире, в их экосистеме ценностей. В нашей нет. И вам тоже не стоит этого бояться. Это не значит, что вообще надо быть прям валим волосы назад из разряда, да, то есть ветер в харю, а я шпарю. То есть надо уметь, все-таки рефлексировать немножечко, анализировать, да, как кто отреагировал. Не нужно себе противоречить, не нужно самодурствовать, но нужно найти некий баланс, давать себе свободу, не бояться критики, не бояться каких-то даже публичных, возможно, общепринятых ошибок, потому что без них не будет движения вперед.
Про проявленность и уязвимость я тоже рассказал. Про проявленность, ну вот как раз будь собой. Уязвимость – это уметь тонко чувствовать и отражать это в мир, да, то есть реагировать на это. Есть такая тетка классная, я ее книги все практически перечитал, ее зовут Брене Браун. Может, кто не читал, если нет, почитайте. Я на английском читал, на русском я не знаю, насколько качественный перевод, но я думаю, что там что-то можно выковырять из этого ценное в любом случае. И она говорит, что сильные стороны плюс уязвимость делают тебя реальной личностью. Не картонным вот этим Кеном, привет, ребята, да, а чем-то живым и настоящим, с чем хочется взаимодействовать, что видится как человек, у которого есть свои проблемы, свои боли, свои переживания, свои цели, которых он местами не достигает, поднимается, идет снова, пытается достигать и так далее. У блогеров зачастую, лайфстайл-блогеров, да, вот, которых девчонки зачастую подписаны, вообще все на этом построено. Они все говорят там как один, в том числе там Саша Митрошин, например, рассказывает, что надо вообще, аудитория любит больше проблемы, чем достижения, потому что достижения ты такой хвастаешься, типа, эй, посмотрите, какой я молодец. А когда ты делишься своими болями и переживаниями, то человек как раз в этот момент с тобой сродняется, то есть он становится к тебе ближе именно в моменты, когда ты делишься своими путем. И именно поэтому, например, возможно, неплохая идея начинать рассказывать о своих бизнес-идеях и пути к этим достижениям на этапе, когда мы даже не уверены, насколько это будет вообще стрельнет, насколько это сработает. Мы же все хотим, да, прийти потом из ниоткуда возникнуть среди аудитории и сказать: смотрите, ребята, я там вообще-то бизнес запустил, и все это время вообще ничего не знали про это. И ты, по сути, решил свою аудиторию вот этого удовольствия наблюдать за твоим путем достижения этой цели. А если бы даже ее не достиг, ничего страшного. Зачастую самая большая поддержка именно с аудиторией приходит, когда что-то не получается. Потому что, она в этот момент, кстати, еще и нужна. Важно научиться коммуницировать с своей аудиторией при помощи социальных сетей, не только длинного контента. И этот опыт можно увидеть там как на VC-шке, так и на Medium, на зарубежных площадках, как бизнесмены рассказывают о собственных ошибках. И это работает им в плюс. Надеюсь, понятно. Пойдем дальше про упаковку личного бренда, непосредственным практическим шагам, как, собственно, вообще, что делать для того, чтобы этот личный бренд и наша узнаваемость начала развиваться. И вот несколько важных вопросов, которые нужно себе задать для того, чтобы к этому приблизиться. Первый из них: кем я хочу, чтобы люди меня знали. Важно об этом посмотреть и поразмышлять именно с точки зрения наших проектов, и не забыть о своей человеческой стороне этого вопроса. То есть мы в любом случае люди, мы отличаемся от просто экспертов, что тоже на самом деле допустимо, тем, что у нас есть какие-то еще личные интересы, поэтому, например, у меня всегда борьба внутри между маркетинг-экспертизой и режиссерской моей стороной. Да? Для меня фильмы — это мое больше хобби. Как я сказал, то, что мне денег не приносит, и я не хотел бы, чтобы на самом деле мне это приносило денег, потому что то, что становится бизнесом, зачастую перестает быть твоей страстью, да, потому что там начинается вот эта вот темная сторона вот этого выходить. Когда я вот очень люблю снимать, но я не хочу быть оператором, да, не хочу строить на этом бизнес, потому что я перестану это любить, скорее всего. Люди, которые любили фортепиано, но поучились в музыкальной школе в детстве, зачастую фортепиано потом не подходит. Но тут от личности зависит, нужно себя знать и знать, насколько это сработает. Я вот в детстве очень хотел стать пианистом. Я не постирю музыкальную школу, поэтому вы видите меня здесь, а не на каком-нибудь концертном зале, а может быть, не знаю, может, я бы вообще там в баре где-нибудь играл сейчас, кто знает. В общем, важный вопрос, с которого стоит стартануть. Кем я хочу, чтобы люди меня знали? Усиливает ли ответ на предыдущий вопрос мою профессиональную экспертизу? Насколько эта сторона помогает мне решать мои бизнес-задачи, да? Показывают ли эти темы мою личную сторону или только профессиональную? Это то, как раз о чем я только что говорил. Какова глубина моих знаний и моей страсти к этим темам? Тоже важный вопрос, потому что мы можем загореться какой-нибудь хайповый такой бизнес, да я даже не знаю, это не идея, а направлений вопросом, да, там типа раньше все в крипту ударялись, там, или в NFC, там, или еще вот эти какие-то хайпы залетали периодически. Но насколько мы, во-первых, эксперты в этих вопросах для того, чтобы об этом рассуждать, и насколько мы видим в этом не просто какое-то поле чудес, да, такое место, где монетки садишь, и дерево там из них вырастает, насколько мы готовы этим погружаться и сидеть и заниматься этим, знаете, с таким же удовольствием, как, не знаю, парни тачки вечером листают новые, допустим, выбирают себе на драйве, да, там на дроме где-то, я не знаю где.
Да, или там девчонки себе одежду выбирают. Вот с таким же удовольствием в идеале, чтобы мы интересовались той темой, которой мы хотим посвятить свою жизнь. И если этого не происходит, то тут большой вопрос, стоит ли именно на это делать ставку, либо пойти и поискать что-то еще, где мы с удовольствием будем сидеть и заниматься этим. Смотреть новые обзоры, там, не знаю, чего-то, там, не знаю, методик или техник, или еще чего-то. Могу ли я говорить и интересоваться этим годами? Это как раз то, что я только что сказал. Что личное нужно оставить за рамками публичности? Это как раз тоже важный вопрос, мы о нем сейчас чуть попозже поговорим, что не надо выворачивать себя наизнанку аудитории, нужно показывать некие конкретные аспекты, там, те, которые мы зафиксируем сейчас на следующих шагах. Но есть вещи, которые, ну, там, не знаю, семейные конфликты, там, не знаю, какие-то, может быть, увлечения, там, не знаю, самолетики мы собираем, там, короче, в бутылочках, пинцетиком. Может быть, это не обязательно знать всем, может быть, это святое для себя только. Может, вы там, не знаю, пластинки коллекционируете, но при этом занимаетесь там хирургией. И, ну, типа, одно с другим может и мэчиться, но если мы начнем миксовать сильно одно с другим, то мы сами зачастую сталкивались с этим вопросом, который у нас в голове возникает, когда мы смотрим какой-то аккаунт какой-то персоны и не можем понять, о чем он. Он вообще про животных домашних, он про нумизматику, или он про спорт, или он про бизнес, да? И ты вроде там и это, и то, и пятое, и десятое, и ты такой, блин, ну мне вот это интересно, но в придачу получить вот это все, насколько я готов на это внимание свое тратить, потому что наше внимание – это самый ценный ресурс, ну, помимо времени, да? Который у нас есть в течение дня. И, наверное, все вы испытываете проблемы с тем, что времени и внимания не хватает, а не того, чтобы посмотреть и почитать. И важно, чтобы мы смотрели на эту задачу глазами, в том числе нашей аудитории, когда мы ее собираемся решать. Из чего состоит личный бренд? Есть вот некая методика, которой мы сейчас будем придерживаться. Я не помню автора, который ее написал, но в целом это не мной изобретенная штука. Просто я ее вам транслирую, собрал в кучку для того, чтобы вам было проще. Есть три компонента основных. Это некий headline, заголовок. То есть это то, как вас в двух словах может знакомый ваш за вашими глазами представить, рассказать о вас другому человеку. Не знаю, там я зачастую в телефоне у всех был записан долгое время сначала как Игорь Диджей. Точнее, никто не знал мое имя даже. Я был записан как диджей LA. Типа я долгое время был диджеем, реально. И у меня в телефоне у всех был такой. Мне даже до сих пор некоторые ребята по имени не знают, как зовут. А потом я стал записываться часто как Игорь Белуха, потому что я фильм про Белуху снял. И до сих пор я, если зайти, там посмотрел недавно в GetContacts, или как это называется приложение, как я записан в телефоне у многих, там Игорь Белуха до сих пор, и Игорь Диджей, там вот это все есть. Это типа мой хайлайт, да. Это не то, что мы себе изобретаем, это то, как люди о нас говорят. Мы можем этому помочь, подкинув эту идею, но это надо делать тонко и намеренно тогда. Например, МакКонахи, кто читал книгу Greenlight МакКонахи? Очень клевая, рекомендую, кстати. И он рассказывал о том, как он пытался перейти из разряда вот этого пляжного, рамкам актера в раздел актеров, который играет серьезные драматичные роли в больших проектах, где его не узнать как актера, где у него характер разный и так далее. И он долго шел к этому пути, через боль, через отсутствие заказов, все прочее, через отказ от больших контрактов на большие суммы. Когда все это наконец-то начало всплывать, он намеренно сам одному из этих, как это называется, журналистов, репортеров, который брал у него интервью, сказал, что вообще предыдущий журналист, который со мной вчера общался, назвал это МакКоннисанс. Типа ренессанс, только МакКоннисанс, как возрождение МакКонахи, И оно прицепилось, и таким образом он начал, оно разошлось по всем СМИ, и пошел этот термин МакКоннисанс. То же самое с вами может быть, вы можете сами подкинуть вот этот некий простой, доступный образ себя людям, которым они будут пользоваться. Это headlight. Следующий этап – это области публичности. Я написал здесь 4, их может быть 3, их может быть 5. Если в невмоготу и прям вы вообще никак не можете расстаться с еще одним компонентом вашей области, который вас интересует, а у кого-то не наберется 4, будет только 3. И некие уникальные инсайты, условно отвечающие на вопрос, а почему именно вы. Headlight, я только что о нем рассказал, это некий заголовок. Области публичности – это как раз то, что вы хотите транслировать вовне. Но у меня очень много интересов. Допустим, я каким-то энным количеством спортов увлекаюсь, вейкборд, кайтинг,
скейтбординг, ну, там, типа, перечислять можно очень долго, устать. Я там люблю фильмы, я люблю маркетинг, я люблю бизнес, я люблю путешествия, да, кстати, еще важный параметр. И если обо всем начну говорить, то непонятно будет, опять же, вот, как я описывал, я вообще про что? Типа, меня-то зачем слушать? Я в чем эксперт? Вроде бы и во всем, но в то же время ни в чем. И чтобы вот этого не было, нам нужно сузить наши области публичности, то, что мы транслируем вовне, до какого-то энного количества, и в идеале, чтобы эти штуки неплохо между собой сочетались. Допустим, я могу точно увязать вовне, ну, я для себя вывел 3 вещи. Это маркетинг, экспертиза, ну, и там, я называю это бизнес-девелопмент и маркетинг больше. Я их сплюсовал для себя, чтобы, ну, типа, как-то себя успокоить, что у меня их, ну, 3, а не больше. И это все, что связано с развитием бизнеса и помоганием им, точнее, расти и развиваться, рационально тратить свои бюджеты в развитие по маркетингу и по продажам. Второе направление мое – это кинчики и режиссура. И я считаю, что маркетинг и режиссура неплохо сочетаются, потому что весь творческий маркетинг – это, по сути, и есть режиссура. Режиссура рекламы, режиссура контента, режиссура развития бренда. Это все, ну, по сути, некое вот это умение, короче, привлечь внимание зрителя, коим является в том числе клиент. И третье, я так сбоку припеку притянул путешествие, потому что, ну, по крайней мере, раньше притягивал, сейчас вопрос, надо ли, потому что путешествие для меня это источник вдохновения и, ну, неких развитий. Сейчас я женился, у меня другой источник вдохновения, вот, может быть, это будет семья. И посмотрим, короче, но у вас должен быть некий образ некого вот этого же, да, складности того, о чем вы говорите. При помощи вот этих вот пунктов, ну, типа, перечня, да, там, у меня я их поделился, какие они. Вот вопросы, которые могут вам помочь, да, что меня больше всего интересует, о чем я могу говорить вечно, что показывает мою профессиональную экспертизу и усиливает ее. Ну, вот примерно так. Как я рекомендую сделать? Взять листочек, сесть и выписать 8-10 областей, которые вам приходят в голову, и дальше попытаться их вот покомбинировать, понимать, насколько каждая с другой сочетается, да, поскладывать, попересекать и прийти к некому вот перечню 3 областей, которые, ну, вы примете решение, зафиксируете, по крайней мере, на какое-то долгое время, что вы будете именно этому посвящать свое, ну, публичное общение вовне, свои трансляции, да, какие-то. А 4, чаще всего рекомендуется, по крайней мере, выбрать некий принцип философский, да, то есть, допустим, то есть то, что будет вашим бренд-войсом. Например, я неизбежно стремлюсь во всем быть, ну, честным и доставлять реальную настоящую ценность, ну, нечто, короче, ценное для моих получателей, там, не знаю, там, для бизнес-клиентов, для зрителей моих, там, не знаю, фильмов и так далее. То есть я стараюсь во всем придерживаться некого помощи в улучшении. То есть мы и бизнесом помогаем, да, расти. Я и при помощи фильмов своих стараюсь людей вдохновлять и изменять как-то, и разглядеть им возможности становиться лучше. При помощи видосов своих, там, влоговских и так далее. У вас какой-то будет свой принцип, да, возможно, вы помогаете чем-то аудитории или какой-то цели по жизни идете. У вас, допустим, может быть, там, не знаю, познание себя, познание мира, что-то такое философское, короче, а не просто там, допустим, интересоваться кошками, там, или, там, не знаю, залезть на самую высокую гору на планете. Как только вы распишете эти области, вот 3 штучки, вы выписываете их в колоночки и начинаете по каждой из них выписывать подпункты. Допустим, это если мы берем тему маркетинга, то дальше маркетинг декомпозировать на вопросы, которые с ним связаны, очень легко. Да? Мы начинаем каналы маркетинга перечислять, мы можем рассказывать про SMM, про брендинг, про разработку сайтов, про эффект личного бренда. Там, ну, типа, у меня список может быть просто бесконечный по этому поводу. То же самое про фильмы. Допустим, в моем случае, если я решил, что режиссура – это моя страсть, которую я буду транслировать вовне, то я могу с ней темы, связанные тоже, порасписать идеи, о чем я могу говорить. Допустим, я могу делать обзоры, не знаю, каких-то интересных режиссерских решений в других фильмах. Я могу делать свои собственные фильмы в том числе. Я могу там, ну, что-то еще там делать, да, не знаю, что сейчас в голову не приходит. Ну и так, по каждому пункту мы составили этот списочек. Минимум 10 пунктов, подпунктов у нас должно родиться, а в идеале их должно быть 30, 50, 70.
И дальше мы делаем то же самое, как в семантическом ядре. Мы все совсем начинаем пересекать. То есть первое с третьим, второе с первым. И пытаемся поженить вот эти фразочки, допустим, маркетинг, и там из пункта первого вот этого маркетинга, да, там допустим, с режиссурой, и искать, а как это может сочетаться, что может быть родиться по контенту на стыке этих двух интересов. И очень важный параметр, мы всегда должны, чтобы у людей не возникало вот этого вопроса, а это вообще про что, да, вот этот человек, он экспертом чего является. Нам нужно стараться всегда брать в качестве нашего темы всегда как минимум две области наших интересов. Не брать одну только, да, про путешествие, а стараться смотреть на влияние, допустим, путешествий на решение в бизнесе, да, насколько, например, важно периодически вырваться из контекста и улететь куда-нибудь отдохнуть на неделю или сходить в горы, или там по Непалу потрекать, походить, для того, чтобы в эти моменты потом тебе приходили инсайты, блин, нифига себе, а вот оно решение той проблемы, которую я не мог решить целых 3 месяца, да, будучи там в офисе. Ты, выдергивая себя из контекста, как будто взлетаешь на вертолетике над всей проблемой и смотришь на нее, на всю ситуацию с высоты птичьего полета. И, допустим, об этом мы можем поговорить, написать про эту тему статью, либо, не знаю, там, рилс какой-нибудь создать, либо просто пост где-нибудь, там, не знаю, в Контаче запилить. И это вот пример того, как мы можем пересекать наши области интересов для того, чтобы у нас появилась некая контентная стратегия, что ли. Она пока что не стратегия, это просто такая рыхлая масса всего подряд, из которой мы дальше можем выбирать идеи, которые станут основой для нашего дальнейшего контент-плана и нашей контентной стратегии. Ну и уникальный инсайт – это третий пункт, если вы не запутались еще от моих долгих разговоров. Вот из чего складывается личный бренд. Третий пункт – это уникальный инсайт. Это некое объяснение того, почему мой контент должен быть интересен аудитории. Много людей говорит о маркетинге, много людей говорит о фильмах, много людей фильмы снимает. И нужно понять и найти что-то, что будет очеловечивать и притягивать к нам как к эксперту. И это может быть наш интересный взгляд какой-то на вещи. Мы можем за что-то бороться, за что другие не борются. Да? Мы можем отстаивать какое-то мнение или принцип. Мы можем каким-то еще другим образом показывать ту же самую ситуацию, которую не показывают другие люди. И я не знаю, наверняка вы что-то сами выбирали, глядя на контент, допустим, обзоры какие-нибудь смотрели, там, не знаю, стиральную машинку, может, домой покупали, и вы можете заметить, что вы чаще всего смотрите не один видос. Если вас интересует какая-то тема, вы готовы об одном и том же смотреть несколько авторов, потому что они часто рассказывают по-разному, да. Особенно если это касается какой-нибудь там личной психологии, то там можно вообще все пересмотреть на ютубе, все, что связано с этим, где более-менее звук нормальный, картинка, и чувак разговаривает там, и где видос не на 4 часа, с учетом того, что контент на 10 минут, где там есть некое вразумительное повествование. И вот, соответственно, вопросы, да, и задачи. Проанализировать выписанные варианты из областей публичности и выявить, в чем основные убеждения, за что я стою и с чем я борюсь. Это примерно то, о чем я говорил. Враги – это хорошо. Опять же, важный пункт, не надо бояться противостояний. Важно понимать, что любой враг – это тот, кто, по сути, является опорой для вас и для вашего роста. Если вы чем-то не согласны, можно об этом открыто дискутировать и этому противостоять, в том числе там, при помощи контента. Зачастую отсутствие врагов должно настораживать. Если у вашей идеи нет никакого противостояния, то, может быть, это просто за все хорошее и против всего плохого. Да? То есть слишком вяло и абстрактно. Зачастую нужно конкретизировать. Немножечко про сегментацию и ваш посыл. Вот мы сейчас говорим о том, что посылать, да, но мы еще ничего не сказали о том, кому посылать. И вот я записал здесь такое правило: до тех пор, пока вы не определитесь, кому адресован ваш контент, ни одно из ваших посланий не будет работать. Это означает, что если вы сами не знаете, кому вы рассказываете, то часто и не будет понимания у людей, зачем это слушать. Потому что если вы этого не знаете, то, скорее всего, у этого контента нет зрителя, получателя. Да? И важно здесь задуматься
о том, кто является моей аудиторией. И сужать ее до тех пор, пока вы точно не будете это понимать. Сегментировать ее на кусочки, вырабатывать гипотезы, иногда взаимодействовать, потому что, помните, да, те же элементарные социальные сети, это не наш блог, это площадка для общения, и поэтому мы должны не просто вещать туда, транслировать, мы должны и в ответ получать что-то, поэтому мы используем инструменты типа там задавания вопросов, реакций и всего прочего, для того, чтобы создалась двухсторонняя коммуникация. И в этой двухсторонней коммуникации вы как раз можете четко понимать, насколько вы своими посланиями попадаете в точку. Если нет никакой реакции, нет никакого отклика на это, то вполне вероятно, что либо у вас аудитория не та, вы ее собрали, там, не знаю, раздавая бесплатные айфоны, допустим, да, а по факту занимаетесь там каким-нибудь узким медицинским оборудованием. И чего удивляться, что у вас аудитория потом не понимает, о чем вы пишете. Она ждет следующего айфона разыгранного вообще-то. Аудитория не та. Либо послание для этой аудитории может быть не соответствовать. Может быть, вам нужна эта аудитория, да? Именно, может быть, аудитория та, что нужно, но вы с ней разговариваете не тем языком, которым она хочет видеть. И тут, опять же, встает философский вопрос, насколько вы можете быть с собой, разговаривать с ней языком тем, которым она хочет. И я сторонник в этой ситуации все-таки быть верным себе и своим принципам, разговаривать своим языком и собирать аудиторию, которая будет это ценить и признавать. Потому что быть не собой очень трудоемко. Это я и на себе испытываю, и на других замечаю, когда возникают проблемы, когда мы себя предаем свои принципы и начинаем быть не собой, возникают проблемки. Мы начинаем сильно резко уставать, у нас теряется интерес, нам не хочется этим заниматься, и вообще непонятно, зачем это делать, короче. Следующим этапом, когда мы вот этим вот работу проделали, перечислили все области, которые мы дальше начинаем транслировать, важно понять, с кем мы конкурируем. Кто еще является экспертом в этой области, на кого еще могут быть подписаны эти ребята. Кто-то, может быть, если с точки зрения бизнеса, там в любом случае мы немножко про бизнес здесь говорим, кто еще может об этом рассказывать. Да? И здесь важно пойти в социальные сети на ваш выбор, найти, пособирать тех экспертов, которых вы считаете нужным поисследовать, да, проанализировать. И дальше, опираясь на этот список, в общем, задача собрать базовую информацию, понять, сколько у них подписчиков, на какой контент реагирует их аудитория, какие рубрики и форматы у них хорошо залетают, какие темы они осветили, на каких у них стрельнул их контент. Я зачастую, когда я этой работой до сих пор занимаюсь, допустим, в агентстве у себя, да, мне интересно понять опыт других компаний, а как они выросли, за счет, с чего они начались, да, как они пришли к своему текущему состоянию. И я сделал простым образом, я нашел энный список этих агентств, которые мне интересны, и прям биографию каждого поисследовал в социальных сетях, проскроллил основателей, там, не знаю, Инстаграм до начала, до самого, прочитал их посты, собрал эту информацию, и очень много полезных инсайтов для себя я оттуда именно подчеркнул. И то же самое можете сделать вы. Вы можете взять на лидеров мнения, которые в вашей тематике работают, исследовать их, понять, на каких контентах, на каких вопросах они начали расти, а когда-то они были такие же, условно, в той же точке находились, что и вы сейчас, когда-то у них было немного аудитории. И, соответственно, исходя из этого, уже сделать для себя некие заметки, которые взять себе в работу, чтобы поговорить об этих темах, использовать видеоформаты, добавить шуточек, добавить такую-то рубрику и так далее. Цели анализа, вот они перечислены: изучить опыт конкурентов, понять точки роста, понять, для чего, что в них работает, точнее, что нет, выбрать white space для своей активности, то есть понять, а что не совсем еще закрыто, где мы можем еще дополнить вот эту экспертную тему, область, точнее, какими-то вопросами дополнительными. Поставить цели для своего бренда, соответственно. Составить досье всех конкурентов, как я сказал, после этого выбрать их для постоянного анализа. Как только мы проанализировали всю поляну, мы понимаем, что вот за этими тремя я буду активно следить. Я на них подпишусь, я буду смотреть, как читать комментарии, которые им пишут, и смотреть, а как они вообще взаимодействуют с аудиторией, подглядывая постоянно за ними. И только когда уже нам не за кем смотреть на рынке, и мы понимаем, что все у нас нашей пылью из-под копыт дышат, да, потому что они где-то сзади, тогда уже, задаваться вопросом, а как совершенствоваться, не используя этот опыт. Вот. До этого я настоятельно рекомендую анализировать конкурентов.
Какую информацию собираем? Вот я только что, оказывается, перечислил все-таки. Это предлагаемая ценность, тональность, tone of voice, в которой общаются люди. То есть там «Здравствуйте, дорогие друзья» или «Привет, ребята», да, там условно. Насколько они официозно или неофициозно пишут и все прочее. Какой визуал они используют, какой стилек, какой тип контента работает у них, в том числе об этом сказали, ну и что продают. Развитие личного бренда. Вот мы проговорили сейчас о подготовке, да, то есть нам в целом, я надеюсь, сейчас достаточно информации для того, чтобы начать упаковывать ваш бренд. Упаковывать сильно модное слово, но готовиться к тому, чтобы выходить вовне. Вот мы начали что-то делать. С чего начать дальше? Есть, опять же, не моя методика, есть некий термин пирамиды контента, который предполагает, что есть 3 основных слоя в этом контенте. Есть, ну, я его называю вышним контентом, это то есть тот контент, который является неким, по-английски называется pinnacle content, ну типа pinnacle как вершина чего-то. И это контент, который является, по сути, основой для всего остального контента. Это тот контент, на который мы тратим больше всего времени, его разрабатывая. А второстепенный контент – это, ну, то есть, если говорить о вышнем контенте, это, например, это наше большое видео обзорное на YouTube-канале. Или это там, на 10 тысяч символов лонгрид на vc.ru или в Тинькофф журнале. Или это еще что-то, на что мы тратим, ну, прям десятки часов, щедро инвестируя, вкладывая в это время, деньги, знания и так далее. Второстепенный контент – это то, что должно вести трафик на наш вышний контент. То есть это некие напилы этого контента, тезисы, фразы, упоминания об этом, либо попытки на развить эту тему в каких-то сообществах с целью показать, что я в этом эксперт, а вон там вообще-то где-то у меня на эту тему прям целая длинная статья написана. Идите почитайте или посмотрите мой видос. И третий базовый уровень, нижний слой в этой пирамиде, это как раз социальные сети. Это то, о чем мы говорим в последнюю очередь. И вот я вначале не поправился. Личный бренд не равно аккаунт в социальных сетях. Это намного дальше, шире и больше, чем просто аккаунты. Да? То есть личный бренд – это то, как люди о нас за спиной говорят, насколько они нас узнают, насколько они к нам охотно идут на, не знаю, там, наши YouTube-каналы, на наши выступления, на наши сайты продуктов и так далее. А то, с чем часто ассоциирует личный бренд с социальными сетями и там, количеством реальным подписчиков, там, это вообще история неправдоподобная. У меня есть знакомые, у которых там друзей в Фейсбуке там 4000 и полное отсутствие других социальных сетей. При этом их личный бренд в индустрии настолько силен, что люди, мне кажется, татухи готовы с их портретами набивать у себя на бедрах, короче. И не считайте, что социальные сети – это единственное, где мы работаем. Чаще всего как раз наша задача создавать контент в других площадках и социальные сети использовать как некий драйвер роста, с одной стороны, с другой стороны, канал для дистрибьюции, распространения этого контента. То есть мы его разносим там, но пишем мы его не там. Хотя есть люди, которые пишут только в социальных сетях, и это тоже нормально, наверное, но я все-таки рекомендую для большего охвата и скорости роста вашей узнаваемости использовать площадки более подготовленные под это, в том числе для видеоконтента. Понятно, сейчас с YouTube какая-то непонятная шляпа происходит, скорее всего, надо альтернативы искать, но они есть, это не беда, ничего такого сегодня не произошло. То же самое касается там текстовых платформ. Возможно, вам захочется, и это очень круто, написать гайд или книгу. Книгу лучше сразу не писать, но гайд, например, в своей области написать круто. Потому что это еще и классный инструмент лид-гена на ваши будущие продукты, которых может не быть. Но если вы в чем-то эксперт, вы можете написать гайд, начать его раздавать за подписку на каком-нибудь лендосе, сделанном за 3 минуты на Тильде, или на какой-нибудь другой платформе подобной, и собирать контакты, с которыми вы дальше можете начать работать через email-маркетинг элементарно, да. Вот email-маркетинг, например, это же тоже не социальные сети, но это способ, инструмент дистрибьюции вашего контента для повышения узнаваемости. Какие виды активности у нас есть в контенте, да, это текстовый контент, видео, подкасты, выступления, организация мероприятий, социальные сети, в общем, все могут читать, вот полный список. Оффсайт активность – это когда мы приходим к какому-нибудь другу-блогеру и с ним подкаст записываем, допустим, вместе. Или на стримчике у него появляемся как гость.
и таким образом помогаем друг другу обмениваться контентом. Ну, точнее, не контентом, а аудиторией. Переопыление аудитории это еще называется, когда мы приводим свою аудиторию на какой-то контент, а наш друг-блогер свою аудиторию. У нас происходит обмен некого количества этих людей. Про это уже сказал, достаточно. Личный бренд – это работа в долгую. Очень важно это понимать. Невозможно сделать личный бренд за 1 месяц, если только что вы, конечно, там голышом на вертолете над Красной площадью не пролетите. Тогда гарантированно. Но маловероятно, что у вас есть подобные ресурсы для того, чтобы это устроить. И поэтому настраивайтесь на работу в долгую, там, как минимум полгодика, и это планомерная, методичная, старательная работа, без ожидания какого-либо моментального результата. Очень важно, кстати, поправка тоже, что зачастую самые сложные задачи, они как раз за счет чего сложные? За счет того, что нет короткого результата, и иногда нужно очень долго что-то делать, чтобы потом только спустя какое-то время начинать с этого пожинать плоды. Чаще всего все сдаются сильно раньше, чем появляются первые результаты, и за счет этого появляется вот это сужение как раз людей, кто в этом чего-то достиг. Я рекомендую тратить на это энергию и время. Это очень благоприятная среда для того, чтобы вам в дальнейшем свои позиции укрепить в том, с чего мы начали наше выступление, с бизнесовых проблем, в которых все это решается сильно проще, если у вас есть личный бренд. Цикл развития личного бренда, уже подходим к концу. Есть некий круговорот наших действий в развитии, некая спираль, по которой мы развиваемся, из чего все начинается, происходит. Да? Допустим, представим, что у вас нет ничего сейчас, у вас нет социальных сетей. Вы завели первые социальные сети, завели какой-то свой блог на VC-шке, проще всего это любой из вас может сделать. Никому не запрещено писать на vc.ru, элементарно. Там даже модерации нет. Написали первый контент, валидировали свою экспертизу, получив какие-то прочтения, подтверждения, и опираясь на свой уже созданный опыт, мы дальше что делаем? Мы начинаем развивать отношения. Мы начинаем говорить: смотрите, я там статью про это написал, или там серию статей, или видосы выпустил. Ну, возможно, не самое лучшее решение начать после первого видоса на YouTube об этом говорить, но и тогда это в целом целесообразно. 3-5 уже неплохо. Начинаем развивать отношения для того, чтобы реализовать возможность создать для себя. Допустим, мы, говоря о практике, да, то есть кто-то из вас начал писать контент про то, как не знаю, там, с какими-то микрочипами где-то работать. Написали на эту тему несколько статей, пришли ребятам в технопарк и говорите: слушайте, у вас там приборка, короче, есть, а я эксперт в этом. Давайте я для вас там выступление сделаю и не знаю, там, поделюсь своими знаниями с вашей аудиторией. Или, не знаю, где-то еще, не в технопарке, где-то вы еще можете выступить, договориться, либо каким-то образом проявить себя, сходить на стрим, на подкаст, куда-то еще, подтверждая, конечно же, свою экспертизу чем-то уже созданным. То есть невозможно из ниоткуда возникнуть, нигде себя не показав, и сказать: смотрите, ребята, я вообще-то профессионал в этом. Бывают и такие, но там сложнее убедить человека на той стороне тебе начать верить. Как только сработало это, на базе вот этого опыта, прецедента, мы создаем новый контент. Вот, например, сейчас, да, тут какие-то камеры стоят, что-то пишут, на основании этого появится на моем YouTube-канале новый видосик про то самое развитие личного бренда. Я с этим видосиком могу пойти написать кому-нибудь, сказать, что, ребята, там, не знаю, на какой-нибудь конференции, может быть, там, сибирской, может быть, всероссийской, смотрите, ребята, у меня есть вот такой контент, я вот так выступаю, об этом рассказываю, давайте я вам приду и лекцию прочитаю на эту тему. И потом с этой лекции я снова запишу видос или сделаю некое summary, там, тезисы какие-то запишу, скриншоты, фотки использую для того, чтобы дальше себя продвинуть. И появляется некий цикл, спиралька, по которой мы двигаемся. Вот если посмотреть на вот эту штуковину, да, то есть есть некая точка нуля в начале, в которой мы находимся, и мы по ней, по сути, по кругу начинаем от центра все больше и больше отдаляться, создавая все больше и больше радиус своего вращения. Я накидал здесь несколько точек, то есть как это примерно выглядит. Сначала мы создали первую статейку, выступили где-то на местной конференции, потом на конференции побольше, потом мы, возможно, написали собственный гайд, потом мы заколлабились с кем-то, потому что мы уже достаточно видны, потом мы начали в подкастах участвовать более активно, и таким образом мы вот по этой спиралечке приходим к некому большому радиусу настолько, что нас начинает замечать, там, не знаю, Яндекс, допустим, практикум, нас начинает замечать TED, да, какой-нибудь, или там аналоги, которые будут сейчас развиваться в России. И мы приходим к тому, что нам, в принципе, доступно все, что мы захотим.
Нас начинают на какие-нибудь, не знаю, там, международные конференции звать, еще покрывать билеты, выслушивать наш оборзевший райдер там, и все прочее. И это круто, но важно помнить о том, что мы всегда начинаем с этих вот маленьких движений. Не стоит сразу пытаться перепрыгнуть на уровень TED-тока, да, допустим, до тех пор, пока мы не выступили на местной какой-то конференции и не подтвердили свою экспертизу и способность качественно упаковывать мысли на локальных конференциях. Как питчить себя на медиаплатформе? Буквально несколько слов расскажу еще об этом. Уже говорил про то, что важно выстраивать отношения заблаговременно, прежде чем приходить с каким-то запросом. И в случае с медиаплатформами все очень просто. Я уже сказал, что VC-шка вообще не модерируемая. Тинькофф журнал немножко модерируемый, но они хорошо опровят весь экспертный контент. И там даже не надо особо прилагать усилий, чтобы с кем-то нетворк налаживать. Но есть, допустим, какие-нибудь Forbes, да, там есть какие-то экспертные журналы в вашей области, которые в вашей конкретной специфике работы важны. Можно найти этих ребят, кто является главными редакторами, они чаще всего себя не скрывают, и начать их периодически хвалить в социальных сетях, начать комментить их комменты где-то еще, подтверждая свои согласия с ними, а может быть, наоборот, там, вступая с ними в какую-то дискуссию. То есть, другими словами, заявлять о себе, показывать, что вы существуете. И потом, когда вы через месяц, два, три приходите к ним и говорите: слушай, привет, там, мы с тобой немножко знакомы, я там читаю вот то-то и вот это про тебя знаю, и я вот вообще-то эксперт в этом, смотри, у меня есть статья классная, не хочешь ли ты у себя ее в, не знаю, там, в Forbes журнале запостить случайно? На всякий случай, текст. Вероятность того, что вас вспомнят и внимательно прочитают, как минимум, то, что вы предлагаете, она значительно выше, если вы эту подготовительную работу сделаете. Поэтому я рекомендую на это немножечко времени начинать тратить уже сейчас, для того, чтобы к моменту, когда вы созреете до вот этих шагов, у вас уже была некая подушка, опора под ногами. Про это я уже сказал, что редакторы ищут в социальных сетях. Нетворк настолько большой, что даже искать не надо. Ко мне, как редактору, например, приходили бы огромное количество экспертов в каждой своей области, и тут из них-то вы успеете выбрать, да, не говоря уже о том, чтобы ходить кого-то проактивно искать. Поэтому, если вы находитесь в позиции того, что вы ждете, пока вас найдут, обнаружат, мы не в том мире находимся. 21 век не тот период, когда кто-то кого-то ищет. Все приходят всегда к публикаторам со своим контентом. И делаете это так же, как все остальные, и у вас будет из этого результат. Капельку про качество, опять же, про выступление, интервью. Да, вот я уже сказал про то, что каждое ваше, к вопросу качества, да, каждое ваше взаимодействие с внешней средой, будь то выступление, видос, стрим совместный с кем-то, они могут быть трех типов основных. Это недостаточно качественные, чтобы вы куда-то дальше росли. Средние такие же примерно на уровне, чтобы, вроде неплохо, но вы при этом экспоненциально никуда не растете. И того качества, которое делает некий взрыв вашего роста за счет того, что вы выступили на какой-то локальной конференции, и вас настолько сильно заметили, да, потому что вы настолько классно о чем-то рассказываете, что у вас там, не знаю, не обязательно говорим только о конференциях, да, это всего касается, и текстов в том числе, что кто-то пришел и ваш, не знаю, контент попросил куда-то еще. То есть он спрашивает, а можно его, там, не знаю, а можно, мне писали, а можно ваш фильм, показать там-то и сям-то. И даже фестики какие-то приходили, сами находили мой кинчик, и мне потом постфактум говорили, что я, оказывается, участвую в каких-то кинофестивалях. И так происходит не всегда, на самом деле, например, если мы посмотрим на Белуху, там охват уже 1,5 миллиона, может быть, 2 уже даже просмотров. На Эвересте он там такой достаточно грузящий и сложный, и там сложная история монтажа этого фильма была, там половина контента растеряли вообще по пути доставки из Непала в Россию. И на нем там 1200 отсел, может быть 160 охват, то есть он не такой охватистый, как Белуха. Плюс он про Эверест, а не про Белуху, которая в России находится, что ближе к телу, да, ребятам, которые смотрят. И относительно ваших всех деятельностей, мой посыл в том, чтобы создавать контент и инвестировать в него время. Если вы вписались во что-то, вы собрались выступать, писать контент, делать стрим, то инвестируйте в него так, чтобы это дало вам дополнительный рост вперед. Не просто отчитались, показали свою экспертизу, относитесь к этому как инвестиции. Инвестиции в то, чтобы дальше начать расти и получить следующий оффер лучше. Я помню, когда диджеем был, я начал там
студенческие годы с первого курса диджеить. И я помню этот рост, когда я начал играть в каких-то клубах, и ко мне сразу посыпалось миллион офферов. Может, я не знаю почему, короче, но что-то во мне было такого, что люди замечали. И у меня не было никогда проблем с выбором, а где мне повыступать. У меня был вопрос типа там или сям или там, где-то еще в другом месте. Но это означало о том, что я где-то попал в струю. Вот я желаю, чтобы вы в каждой своей области, в своем контенте попали в струю, чтобы у вас всегда были варианты для выбора, и чтобы вы смотрели, какие точки роста помогут вам подняться немножечко на ступенечку выше с каждым вашим шагом, чтобы вы эти ступенечки видели. Еще одно важное правило: пиар сам себя не пропиарит. И поэтому, когда вы создаете какой-то контент, не стесняйтесь делиться этим в своих социальных сетях, скидывать друзьям обязательно и просить их отреагировать. Потому что мы находимся, опять же, в эпоху времени, когда делают это абсолютно все. Например, я, когда свой фильм «Белуха» запускал, я пошел по всем форумам и руками его засунул туда, прям закинул посты, создал там по темам, написал: ребята, вот смотрите, я выпустил свой фильм. Я пошел в Контач, нашел все сообщества путешественников, альпинистов, видеосъемки, всего, что только смог. И в каждый залез и написал там свой пост о том, что смотрите, ребята, у меня фильм вышел. И, возможно, поэтому он стрельнул, потому что на втором фильме я как раз этим вообще не запаривался. Ну, типа там немножко куда-то там пихнул в пару сообществ и все. Не бойтесь делиться этим, потому что важно здесь то, что вы создаете контент же из позиции, что вы пытаетесь поделиться чем-то ценным, а не просто какой-то булшит толкнуть, да, вовне. И если вы потратили на это время, энергию и сами в это верите, то делитесь этим уверенно. Не с намерением типа такой выскочки, да, человека, который везде пытается свое эго запихнуть, а с позиции человека, который пытается помочь, потому что вы это сделали в качестве помощи кому-то, контент какой-то создали, да, и вот вы делитесь этим, чтобы контент как можно большее количество глаз увидел. Ну и да, всегда валидируем свою экспертизу для следующего витка по спирали развития личного бренда. Есть так называемый вечный контент, который работает у нас годами. Вообще, в целом, контент это клевая история тем, что он, в отличие от рекламы какой-нибудь, которая сегодня есть, завтра выключили, и эффект ее тут же кончился, контент — это штуковина, которая работает годами. Написанная статья будет приносить вам аудиторию годами. Видос записан на каком-нибудь видеоплатформе тоже. В социальных сетях все нет, не так, но тем не менее. То есть личный бренд в целом, как сущность, он тоже работает на вас годами. У меня там он был сначала там диджейский, потом экспертный, потом режиссерский, сейчас снова экспертный в сфере маркетинга. И каждый из них по-прежнему, даже вот самые ранние, на меня продолжают работать. Вот некие принципы, я не буду их перечислять, кому надо сфотайте или презу вам потом скинут. В двух словах, если то, вы просто сами можете задаваться вопросом. Это вот сейчас конъюнктурный сиюминутный контент, типа спекуляции на каких-то трендах, допустим, это там на NFT-шке, на крипте, еще на чем-то, или все-таки это что-то вот фундаментально ваше, экспертное, созданное от души. Если так, то чаще всего это то, что будет работать годами. Если это что-то конъюнктурное, играющее на трендах, то чаще всего с падением тренда исчезнет и эффект от этого контента тоже.